Что за крики? А чё ты вылазишь, а? А я слышу, ты не своим голосом кричишь. А шо, коза, я тут калитка несъемная. Ну ты даешь. Чё ты полезла сюда? Как тебя вытаскивать? Чё ты сюда полезла? Сейчас тут коза застряла у меня, Алиса. Сейчас. Ложись на бочок. О, на бочку лежи. Сейчас мы тебя потянем. Опля. Давай, рога, поворачивай. Поворачивай свою голову. Опа, давай, давай. Все, все, все. Че ты залезла сюда? Че, глупенькая? Такого еще не было. Сейчас, да, козочка меня звала. Слышала, как кричала? Застряла, полезла. Куда? А под калиткой полезла. Хотела вылезти, наверное. Все, едем в садик. Друзья, всем привет. Так вот сегодня день начался. Был мороз на улице, сейчас выглянуло солнышко. Здесь вот у меня взошла новая рассада. Надеюсь, она не повторит участь предыдущей. Здесь, конечно, совсем другие сорта. Это я планировал продавать именно как рассадой. Ну, это бы я в воскресенье пикировал, это, наверное, буду уже позже, пускай. Такая тонкая. Это черри, такие тоненькие. Ну, пускай растет. Здесь сегодня купил перчатки вот такие. Вот, сегодня уже могу одеть перчатки. Пробовал. Так, 2 дня. Как бы пальцы не позволяли. Сейчас еще один палец немножко не сгинается. Хорошо, что такие вот рукавицы у меня были. Вот сюда. Как бы без проблем можно одеть даже на травмированные пальцы. Вот, а сегодня буду в таких перчатках работать. Так, что наши перепелочки тут? Приветик вам. Как вы поживаете? Я не пойму, вы растете, не растете. Но есть, конечно, стали гораздо меньше. Ну вот с этими помидорами, которые высыпались вчера. Друзья, я их планировал продавать рассадой. Ну, как бы тут что-то можно спасти. Ну, сорта. Оно перемешалось все. Я не знаю, что здесь, где за сорт. Вот. Продавать людям, да, спросят, что продаешь? Скажу, кот в мешке, да? Или вот 1 из 8, да? Здесь у меня было 8 сортов. 8 сортов помидор было. Ну, не знаю, как это продавать. Наверное, проще пересадить это все. Но время еще есть, еще у нас холодно по ночам. Здесь вот эксперимент с клубникой. Ну, потерпел фиаско, да, можно сказать. Не удался. В общем, всему нужен свет. Свет и тепло, надо побольше тепла. Вот, я
Эту клубнику, наверное, сейчас высажу просто, ну не сейчас, когда понадобится полка. Буду пикировать. Здесь же в теплицу высажу в грунт. Ягодки есть, ягодок он много, цветов много. Там он цветы везде. Но настолько медленно это все происходит. Здесь вот бутон будет. Вот здесь вот. Буквально на каждом кустике есть цветочки. Друзья, вчера звонил один из подписчиков. Вот спрашивал телевизор. Хочу проверить. Тот Samsung. Рабочий, не рабочий. Опа. Переносочка. Сейчас что ж такое? Переноска такая. Так. Ну, рабочий телевизор. Интересно, как на камеру, так этот. На экран смотришь, просто синий, на камеру. Прикольно. Вот, возможно, вот этот телевизор сегодня отдам. Места, хотел сказать, шкафа в гараже будет больше. Здесь у меня что? Ну, никакого клада не было, как в прошлый раз. Вот, я посмотрю, здесь вот щель. Здесь, наверное, где-то это вот выложено кирпичом. Вот это, если я отвалю. Ох, и там, наверное, страшно все это будет. Столько наштукатуривать придется. Отваливать буду. Надеюсь, что ничего не рухнет.
Там нет зелени, там только... Какой хороший павильон тут. Хорошо, не может с пакетом уже 5 минут справиться. Он не с той стороны дул. Папа где-то засунуть не нужно. А что еще чуть надо? 4227. Все? А это что за капуста такая? Это брокколи, да, которая, или что это? Вроде нет, точно не знаю. Ой. Наверное, идет. Толик, если запись написана красный, значит дописывали. Съемка запрещена. А мы снимаем друг друга. Опа, чуть не улетел. Что еще будешь набирать? А помидоры я хочу. Ну, вот. Все равно 5 получается. Время возьму, натру, а потом холодца возьму, А это что, по 100 реально, да? За килограмм. За килограмм. Оптовая, да? Оптовая. Оптовая розница. ящиком. А вот там Розница, вот. Вот она розничная. хочешь, ты хочешь, бери, не бери. Смотри. Бери, налить. Нет. А может на веточке? Они вроде получше. Думаешь? Ну да, эти какие-то здоровые, когда режешь, они потом как кисель разваливаются. Думаешь? Ну так, предполагаю. А это 200, это рукола, вот это рукола. Видите, один лежит ящик, а вот она рукола, не любите рукола? Это хороший рукола. Да, конечно. Вот нормальный. Не знаешь, что это такое. Точно нормально. Ну плюс за веточку тоже заплатишь. Так, я тоже сейчас это все бросаю под деревом. Вот еще хорошие помидоры. Потому что давно возьму это под Это Вот две тут веточки падает, возьму. Виктор Иванович, глянь. Я просто не могу время потеряю, я даже не помню. Вот нормально. Зеленушка у тебя своя, да, есть? Кстати, а вон там по 80 помидоры вообще. Но они прям совсем мягкие, видишь? Ну они Да, вялые. подвялшие, да. Если вдруг надо будет отпустить, отпустим. Либо уже все. Спрашиваю для того, чтобы это знать в случае чего, куда претензии предъявлять. Ну, если вдруг откажет печень там или почки там. Толик, зачем ты помидоры покупаешь? А как же рассада? Ну я же перевернул. Все. Приходится теперь покупать, Приходится да? покупать, да. То позже завтра свои созрели. Так, что, пойдем? Хотя до машины, не знаете? Ну, Блогеры какие-то приехали. Да? Поехали. Давай сразу подъедем туда. давай. Нет, не берет он тут. Ну давай рискнем, попробуем взять эту картошку. На крайний случай будем королеву Анну кушать. Вот это, мне кажется, не афганка. А, ну тоже неплохая. А ты лучше на заднее сиденье. А то твои помидоры будут по всему багажнику кататься.
Все, мы сейчас идем за картофелем. За картошкой. Мешок возьмем пока. А остальное еще не купим. Ой, я же на только камеру снимаю. Снимаю кису. Как кисуля спит. Отдыхает. Здесь понравилось. Вот эта желтизна на полях, это значит мороз подморозил. Пшеница? Ну да, это пшеницу или ячмень, не знаю, что здесь озимая культура. А его, в принципе, так, мне кажется, не угадаешь, пока рядом не подойдешь. И то, мне кажется, когда он только вырастет, то можно понять, ячмень это или пшеница. Ну, я тоже такой агроном, что пойму, когда уже будет колосок. Вот это где коричневое, это значит подмерзло. А это, скорее всего, под свеклу оставили. Ну-ка домой быстро. Короче, он так будет бежать до завтрашнего дня. Надо... Она нормально сейчас побежала. Не. Знаешь, что надо сделать? Чего? Воздухоотводчик надо это. Выкрутить? Да. Или вот и это вот. Не, вот это. Есть потом фомка, чтобы подмотать, закрутить? А там фомка не нужна, вот там это есть. Резинка? Да. А, не надо ничего. Вот сейчас побежит, смотри. О! Так, побежала. Ну не намного, да? Да не, побежала, глянь. О! Намного. А, ну да, сейчас хорошо полилось. Просто у тебя закрытого типа. Ему воздух негде подсасывать. Если у кого-то стоит бачок вверху расширительный, Ага. там же ж труба напрямую. А мне не нравится этого закрытого типа, если что, открытого типа. Ну, зато никогда не это, Что? не рванет. А здесь что, рванет может? Ну, если закипятит. А здесь же это есть это. Группа безопасности, которая сбрасывает, если что. А вдруг не сбросит? Ну как не сбросит? Воздуховик раз, два, три, еще там воздуховик. Так воздуховик он же ж не сбрасывает. А что он делает? Ты когда только набираешь систему, он, чтобы воздух вышел. Ну, стравливает воздух. Да. А если закипит, он не Ну поможет. там в этом есть, на котле есть группа безопасности. Но если... У меня рука осталась одна. Ну, я сейчас буду второй пилить, это... Я на помощь сейчас она будет это варить. Что, не будешь варить? Что, ты борща не сваришь? Ну давай с верхней трубы начинай. Да вот можно пилить? Конечно, верхнюю точно. Или ты с нижней? Я, если честно, твою болгарку вынул. Это не моя. Сейчас, подожди, одену это. Она тоже видела кровь. Что делаем? Короче, я руковожу процессом, а ты делаешь, да? Ага. Вот. И под конец ты сам заваришь. Мне это будет полезно, конечно. Вот эти, короче, надо срезать два Угла? угла надо срезать. Ну, пока просто срезай, наверное, вот. Так вот, чтобы шов там остался. Ага. Ох, как я это все не люблю. Вот она помягче и полегче. Обычно, знаешь, я приду, я болгарки боюсь, режь сам, а я сегодня прямо наслаждаюсь. Смотрю, как Не боюсь, другие. она тяжелая. Я как понимаю... А, еще надо, наверное, вот так. Да я не знаю, как тебе лучше. Ну и, конечно, лучше, чем ближе к стене, тем лучше. Короче, с вот этой, смотри. Два варианта есть. Можно деревянный такой выстругать этот И заколотить его? и забить. Он его выдавит. У меня закрытого типа там 2 атмосферы давит. Это больше выдерживает. Можно этот. Вырежешь пробку такую.
Можно даже трубы вот так вот вырезал, расклепал и потом кругляшок, чтобы туда вставить. Ладно, это мы сейчас заварим. А ее можно и сплюснуть, да? Сплюснуть? Да нет, это такое ты не сплюснешь. Интересная клетка у вас. Ну, вот сюда, конечно, этот Чтобы лучше вытаскивать. лист железа сюда просто согнуть бы. Ну да, тут трудно вытаскивать. Или как вариант, знаешь что, пленку. Ее вытрухивать легко. Можно пленку, да, вот, типа тепличную сюда стелить. А для перепелов вот этот пол надо его, короче, вот так вот, чтобы он был немножко под уклоном. Вот. И здесь Она у нас будет в курятнике стоять. Даже если они будут рассыпать, да, Рушан? Куры будут снизу склевывать все. Ну да. мгм, Или они не найдут? куры найдут. Не, еще Надо найдут. за яйцами сходить. Куры, мыши. А ты здесь купил, да? Нет еще. Так, что я забыл? Что-то забыл. Среднюю шайбу забыл. Очень надеюсь, что ничего не потечет. А ты этот вставил? Кого? Клапан. Воздухоотводчик. Да. Автовоздушник. Че, нет? Нет, не капает? Нет? А еще непонятно. Ну, вроде бы это. Ну, еще сейчас непонятно будет, еще давления нету. Столько времени потратили ради 2 недель. Я думаю, через 2 недели уже закончится отопительный сезон, да? Да я не знаю, что ты переживаешь, что отсыреет. Если там сухо, что бы оно отсырело. Ну как сухо, пол-то не сохнет еще до конца не высох. Поэтому нормально. Сейчас подождем, наберется. Все это время с нами был кот Франкенштейн. Почему Франкенштейн? Весь перевязанный? Весь по-моему? перевязанный. Кошка Франкенштейн. Кошка. Да, она говорит, я кошка. Самая умная кошка. Всем привет. Место встречи изменить нельзя. Да, посуду. Мама, можно покушать? Сейчас, И Алис. попить? Можно и покушать, и попить. Ты такая высокая уже стала. Что, телевизор забрали? Забрали телевизор, привезли конфет детям. Фу, поменяли на Сказали, конфеты. на камеру не хотим сниматься. А тут очень много. Папа, я видела на рисовали, как те детки, мы там занимались, а вот те рисовали. Какая ты лохматая сегодня вечером. Что рисовали? По-моему, у тебя лицо порисованное. Да. Что вы рисовали, Алиса? Вспоминай. Ты так красиво рисуешь у меня. У тебя так красиво получается. Я и так умею рисовать. Ну что ты рисовала? Ну, вот лицо порисовала себе, видишь, и лоб нарисовала. Да. Или синим, или зеленым. Таня усидела. Вы опять тигра из себя делали? Тюльпаны рисовали. Ой, не тюльпаны. Как они Не называются? помню. Одуванчики. А, Ты зачем вокруг глаз себе понарисовывала? я нос. Ой, ты опять скажут, что у тебя синяк. Ой, надо Андрюхе посмотреть.
Сколько надо денег перевести? Ай. Не могу нос Как ваш день прошел? Мой Молодой человек. заложил окно. Вот, сейчас Рушану там... Ой, я вообще там 100 лет не была. Что там Папа, а где ты был? Я дяде Рушану делал там отопление, переделывал чуть-чуть. Чтобы в одной комнате у него грело, остальное все он мог обрезать. А еще, короче, окно заложил в том домике. И надо же это, надо же отдушину сделать, вентиляцию. Я вот заложил, а сейчас думаю, надо было дырочку оставить. Надо что-то коробок какой-то сбить. Папа, что ты с самого начала делал? Ну, 2 садика отвел. Самого Меня на работу. Работал Нет, другого дома. дома. Нет, возил. Ну, вот домик сделал, вот. Потом поехал, хотел этот видеокамеру посмотреть. Там Мне понравилось. Samsung продавали за 2000, такая вроде бы как хорошая, а на самом деле такая ерунда вообще. Даже Ну все, не говори. даже 2000 жалко. Не хочу я за камеру. Ну хорошо, что она была плохая. Я посмотрел на клетку, которую Рушан сделал. И что? Ну ты знаешь, прикольно. Как ты за клетку он делал? Ну он там для цыплят сделал, но там ее немножечко как бы по-другому сделать. И можно для перепелят такую сделать. Вот. Надо подумать, как бы это все получше сделать. Ну прикольно он сделал, мне понравилось, как он сделал. Подумаешь, посмотришь, время будет, съездишь. И чей сделаешь. Нам надо дверь сейчас сделать в домик. Может купить? Купить Пластиковую поставить? Нет? пластиковую нет. Нет. Это ерунда. Да, она разъезжает потом, да? Может купить только, не из дорогих. Но там ее надо делать, потому что там, короче, под заказ. Там стандартная дверь не станет по высоте. Вот. А я ее померю, какая дверь там нужна. Сегодня, в общем, вывожу детвору в садик отводить. Слышу, маленькая козочка не своим голосом там. Я так сразу стал, думаю, что-то это. Ну да, думаю, что услышала, что я вышел, и прямо вот, ну, орет. Не мекает, а прямо орет. Я вот сразу прихожу, чего она под калитку, короче, залезла. Вот. И я короче, там приоткрыл, положил ее на бачок и вытянул пельмешки. А помню, у нас случай был, у нас мама всегда уходила на работу и оставляла открытую дверь в доме. Вот. Но я еще был, наверное, такой, как Алиса, лет 5. Вот. И сестра у нас жила. И тоже забегает козленок и становится возле кровати, и мне в лицо вот так. И, Мне это рассказывай. ну, тебе рассказывал. Банки надо. И, короче, так вот, покричите на улицу. И Нила догадалась, говорит, наверное, что-то случилось. Выбегаем, а там коза прыгала там за ветками и повесилась, короче, на ветке. На сливе. Мы бегом, короче, давай эту ветку отпиливать. Спасли козу. Да, животные знают, как звать, кого звать. Ну да. Так, грязно, вечером стирали. Пойду сейчас постельное белье постирала, пойду развешу белье. Друзья, сегодня вечером продолжу читать Иакова. 4 глава. 8, 9, 10 текст. Вот, тексты сложные. В общем, в них надо вдуматься в смысл. Комментировать не буду. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте.
Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Такой вот текст напоследок. Друзья, спасибо, что смотрите нас, оставляете комментарий. Вот, сегодня такой вот день, пробегал. Заложил окно, вспомнил, надо же вентиляцию. Вот. Надо вентиляцию, надо дверь. Окно будет дней через 10. Надо подумать, чем заняться, чтобы не останавливался ремонт. Все, всем пока, друзья. До новых встреч.